Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня тема видеоурока скорее повторение. Почему? Мне задали вопрос, в чем суть вживления, вживления в дерево. Непонятно было вам. Я хочу сегодня показать, продемонстрировать еще один момент. Это будет дощечка кухонная. И вот с помощью вживления карты в эту дощечку вы увидите, как просто, не прилагая особых усилий, не используя подрисовок, можно задекорировать поверхность и тем самым украсить свою кухню, украсить свой интерьер. Приступим. Итак, прежде чем приступить непосредственно к сегодняшнему уроку, я напоминаю о том, что на нашем канале проходит розыгрыш силиконовых молдов. Для того, чтобы их получить, вам необходимо совсем немного быть подписанным на канал Колыбель искусства, оставлять свои лайки и комментарии. Чем больше комментариев вы оставите под видео, фоторамка под предыдущим видео, напоминаю, это важно. Если вы хотите принимать участие в розыгрыше, оставляйте комментарии именно под видео фоторамка с объемными элементами, там, где еще написано акция или розыгрыш. Оставляйте комментарии. Чем больше комментариев, тем больше шансов у вас получить замечательные силиконовые молды для работы себе совершенно бесплатно. И еще раз напоминаю, выигравших будет 3 человека. Сегодня для работы понадобится стандартный набор. Это клей, лаки, грунты. Все как обычно ниже под видео. Заходите туда, обращайте на это внимание. Для начала деревянная заготовка. Ничего особенного, наносим грунт. Все как обычно, ничего, собственно, нового в этом нет. Наносим грунт. Грунт наносим только с одной стороны и на торцы дощечки. Эта сторона у нас будет рабочая, мы ее оставим практически нетронутой, покроем морилкой, лаком, и совершенно спокойно вы, если захотите, будете на ней ее использовать по назначению. Грунт. Грунт обычный, универсальный. Перед началом работы смешиваем его хорошенько. Так, и не забывайте, кисточки должны быть в воде. Все любит влагу, поэтому обязательно увлажняйте свои инструменты перед началом работы. Так будет проще ложиться материал на поверхность, более удобно наносить его ровно, поэтому не забывайте об этом. Грунт также наносите, старайтесь сразу ровно, не оставляя каких-то грубых моментов, тогда вам проще будет после него работать. И на торцы я нанесу. Аккуратно старайтесь, чтобы работа у вас была аккуратной. Так, сейчас я просушу, покрою оставшуюся часть дощечки и еще раз покрою, после того, как просушу, еще раз покрою именно вот эту плоскую часть. Так, дощечка у меня загрунтована. Повторяю, я грунтовала дважды, мне нужна идеально белая поверхность, ровная, без всяких изъянов. Первый раз нанесла грунт, высушила, второй раз нанесла, высушила. После этого берем наждачную бумагу, все как обычно. И сейчас слегка пройдемся, дабы наша поверхность была совсем ровненькая и гладенькая. Так, дощечка зачищена. Я убрала полностью всю пыль. Убрала пыль на поверхности. Сейчас я покрою
обратную сторону дощечки белой морилкой. Цвет вы можете выбирать по своему усмотрению, какой вы захотите. Зеленый, красный, коричневый, белый, желтый. Это уже по вашему желанию. Я хочу белый. Просто. Почему белый? Я хочу оставить естественную такую поверхность, ничем ее не загружать, не акцентировать на этом, просто вот светлая. А морилка ее выделит красивую фактуру дерева, пропитает перед нанесением лака. Ну, собственно, все. Пусть высыхает, оставляем ее в покое до того момента, пока будем наносить лак на всю поверхность. Так, на этом этапе мы наносим лак на поверхность. Лак, напоминаю, Кива, мебельный. Вот, пожалуйста, смотрите. Такой я использую обычно, когда я пользуюсь методом вживления. Напоминаю. Сейчас я буду наносить один слой лака, да, это демонстрационная работа, поэтому один слой. Дома не поленитесь, нанесите несколько слоев на ту поверхность, где у вас будет вживление. Оставьте в естественных условиях хорошо это все просохнуть. То есть нанесли слой, оставили часа на 3-4, после этого еще, ну хотя бы трижды нанесите. Очень любит метод вживления лак ровную, глянцевую, хорошую поверхность. Поэтому не ленитесь, наносите лак, и тогда работа будет вам благодарна в виде своего качества хорошего. Все, оставляю высыхать. И далее переходим к живлению непосредственно. Так, лак хорошо на поверхности высох, прям хорошо, все, нигде ничего не липкое, это очень важно. Далее есть карты, смотрите, вот на одной карте, да, 4 отдельных рисунка. Это очень удобно, особенно в методе вживления. Да, вам не надо ничего там придумывать, вырезать, вот уже вместо вас подумали, все подготовили. Вырезайте понравившийся вам мотив, рисунок и, пожалуйста, используйте. Чем я, собственно, сейчас и займусь. Сейчас наносим лак на поверхность дощечки. Смотрите, я наношу лак достаточно густо, да, но убираю лишние прям борозды, лишние капли, они вам совершенно не нужны. То есть его должно быть таки достаточно на поверхности, да, не жиденько, но и без лишних этих моментов в виде капель, каких-то подтеков. Также я поступаю с рисунком. Прикладываю куда мне. Вот смотрите, после того, когда приложили, вы уже поднять не сможете. Поэтому прикладывайте, сразу присматривайтесь, как вы хотите, чтобы это выглядело. Прикладываем аккуратно. И здесь еще важный момент. Не забывайте, тоже очень важно. Лак не должен выходить на белую поверхность. То есть он сюда наверх попадать никаким образом не должен. Сейчас прикладываем файлик. И лишний лак с помощью любого плоского инструмента вы убираете. Очень важно, у вас не должен оставаться воздух, у вас не должны оставаться какие-то лишние моменты под бумагой. То есть максимально важно все лишнее убрать.
Приклеили. Напоминаю, дома лучше всего, идеальнее оставить на ночь, ну хотя бы часов на 5, если не на ночь. И только после этого приступать к снятию этого верхнего белого слоя. Не торопитесь, эта работа не любит скорости. Так, карта высохла, и приступаем к дальнейшей работе. Для этого увлажняем, да, часть, и вот такими скатывающими, вот давить не надо, торопиться тоже совершенно не нужно. Легонечко скатываем верхний белый слой бумаги. Скатываем до тех пор, аккуратно очень аккуратно, не прилагайте усилий, до тех пор скатывайте, пока у вас не останется на красочной поверхности никаких белесых следов. То есть даже вот эту мелкую бумагу ее надо аккуратно убрать. Так, всю лишнюю бумагу я убрала. Сейчас уберу стол, протру поверхность дощечки и хорошо будем покрывать лаком. Так, на этом этапе покрываем лаком. Покрывать лаком буду с двух сторон. Торцы пока не трогаю. Только вот плоскую поверхность. Лак использую обычный на водной основе, глянцевый сегодня. Вы можете использовать матовый. Это уже по вашему желанию, усмотрению. Так, лак нанесен. Смотрите, вот сейчас очень хорошо, я надеюсь, понятно и видно, зачем мы используем технику вживления. Если бы мы просто вырезали картинку и наклеили ее на поверхность, у нас бы были видны, как бы ни старались, переходы, да, от карты к основе. Это было бы некрасиво, и в любом случае нам необходимо подрисовывать, как-то это скрывать. А в случае, когда мы используем технику вживления, все, картинка уже у вас уже готова работа. В принципе, уже делать ничего не нужно. Уже украшена поверхность, замечательно выглядит, элементарно, быстро и красиво. То есть вот техника вживления в этом хороша. Вот в том, что больше ничего и в принципе не надо. Вы, конечно, можете добавлять, подрисовывать, какие-то брызги оставлять. Тут уже по желанию. Но в принципе уже делать ничего не надо. Уже хорошо, уже красиво. Я сейчас высушу лак. И мы с вами украсим все-таки торцы, чтобы как-то выделить совсем, да, все грустно. Мы акриловыми красками украсим с вами торцы. Сушим лак. Так, лак высох. Я сейчас немного украшу торцы. А именно акриловой краской поиграю здесь, да, зеленой, красной. Опять-таки по вашему усмотрению. Используйте коричневый, зеленый, красный. Подбирайте в соответствии с рисунком, который вы выбрали. Вот. Не старайтесь с первого раза хорошо, ровно, да, все нанести краску. Лучше подождать, пока высохнет первый слой, и за вторым слоем вы все доделаете, то, что вам не нравится. Так, я дважды прошлась зеленой краской, и сейчас я возьму губку, красный цвет, и немного выделю еще уголки, где-то краешки. В общем, по усмотрению. Поиграюсь еще с цветом.
Так, я высушила, и сейчас такой уже полусухой губкой немного растяну этот красный вот. Да, чтобы не было таких грубых перепадов, а все-таки такую растяжку немного сделаю. Так выглядит намного лучше, на мой вкус. Да, так намного лучше. И сейчас еще раз сушу и покрываю все лаком с двух сторон. Подошел к завершению сегодняшний видеоурок. В результате получилась такая милая дощечка, украшение для кухни. Ее можно использовать, в принципе, по назначению. Покройте несколько раз еще лаком, да, ну, раза 3-4 как минимум. И вполне можно использовать по назначению или для подачи, ну, например, какого-нибудь ароматного домашнего пирога с сезонными фруктами. То есть тут уже простор для ваших идей и творчества не ограничен. Я надеюсь, что в результате сегодняшнего видеоурока стало более понятно, зачем мы используем технику вживления, да, потому что у нас не остается переходов, у нас просто красивая на поверхности остается нарисованная картинка, с которой, в принципе, этого достаточно для того, чтобы украсить любую поверхность. Дальше уже там декорировать, не декорировать, добавлять красок, это уже опять-таки по вашему усмотрению и по вашей задумке. Также помимо вживления, да, обратную сторону можно обработать разноцветными морилками, да, поработать с цветом. Можно использовать морилки из меловых красок. Мы с вами проходили эти видеоуроки, ищите в предыдущих видео, как мы это делали. Что еще? Да, в принципе, все, что хотела, я вам сегодня рассказала. Надеюсь, эта информация поможет вам создавать ваши незабываемые, уникальные, красивые изделия для вашего дома. На сегодня все. Напоминаю вам не забывать подписываться на канал Колыбель Искусства, чтобы вы не пропустили что-то интересное для вас. Также оставляйте свои лайки, комментарии. Я вам очень благодарна за приятные отзывы, за приятные комментарии. Безумно приятно все это читать. Спасибо вам огромное за ваше внимание, за участие в наших розыгрышах. Также напоминаю, что сейчас в данный момент проходит розыгрыш на канале Колыбель Искусства. Розыгрыш относится к рамке, фоторамке в стиле шеби. Вернитесь к предыдущему видео, посмотрите, там полное описание, как принять участие в этом розыгрыше. А на сегодня все. До скорых встреч, всего вам доброго и давайте творить вместе.